Всем привет! Меня зовут Ирина. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о своем опыте заказа планшета с сайта Тему. Это первая такая покупка довольно дорогой техники у меня с сайта, хотя я уже заказывала, есть обзор на канале, я заказывала экшн-камеру, я заказывала еще из крупных покупок, у меня был робот-пылесос и САП. Вот, значит, в этот раз я решилась заказать планшет. И планшет у меня Xiaomi, это китайский планшет. Вот, будет встроена у меня подсъемочка, в каком виде он приехал, распаковка. Ну, в целом, что хочу сказать, наверное, в Европу технику отгружают именно со своих складов Тему, чтобы это доходило, во-первых, быстрее, во-вторых, ничего не разбивалось. Потому что в прошлом году я пробовала заказать для сына телефон. И, знаете, такая была пометка на заказе, что сначала он обрабатывается, а потом отменен. Второй раз делаю заказ, опять обрабатывается, думаю, ну, может, со склада пропал. Опять отменен. Потом пишу в техподдержку, и выясняется, что мы не нашли надежного способа доставки, ну, видимо, из Китая. Вот, поэтому не заказывайте, короче, потому что все равно вам не доставят. Ну, потом по мелочи заказывали наушники, что-то еще. Ну, короче, тут планшет, большой экран. Больше всего я переживала за то, что вдруг что-нибудь разобьется. Вот, но нет, все в порядке, как вы видите. Планшетом я этим пользуюсь уже дней 10. Сейчас покажу вам его поближе и вставлю видео распаковку. Хочу открыть на съемку, да, на видео, чтобы посмотреть, ну, все ли целое, и чтобы у меня осталась видеозапись. Ну и заодно вам покажу, насколько вообще надежно заказывать какую-либо технику. Вот, я заказывала планшет себе. Он приехал у меня из Германии. Доставка была где-то тоже дней, наверное, 7-8. Хотя написано было, что короче будет доставлено, но по факту примерно столько же, сколько из Китая. Так, давайте посмотрим. Ну, видно, что коробка запакована хорошо в пленку. Коробка фирменная. У меня Xiaomi модель. И я заказала iPad 7 Pro себе. Так, ну здесь тоже все целенькое. Будем надеяться. Ой, какой он прям тонюсенький. Прям тоненький-тоненький. Как здесь открыть? Вот такой вот. Так, он здесь целый тоже. Ничего не разбито. Все нормально. Так, здесь какая-то наклейка отходит, наверное, так и должно быть. Какая-то камера заклеена или что-то. Попробуем, включится. Или разряженный. Если это еще кнопка включения. Да, кнопка включения. Так, что еще в комплекте? Раз уж я снимаю, покажу. Так, значит, пока он включается, распакую. В одной коробочке инструкция. И в другой коробочке, я надеюсь, что зарядка. Здесь провод. Да, и адаптер. Вот. Наверное, больше ничего нет в коробке. Всякие вкладыши, но похоже, что он действительно настоящий, оригинальный. Все, дальше пошли на настройки. Хочу показать поближе. Здесь я уже приклеила защитное стекло на него. Стекло, причем заказала тоже на Тему сразу, чтобы не повредилось. Еще не все наклейки оторвала. Вот здесь вот была наклеечка, я ее сняла. Здесь сзади висит, ну, написано «Сохранить». Здесь, видимо, серийный номер. Ну, то есть, чтобы
было понятно, да, что планшет оригинальный. Вот, надеюсь, на экране что-то будет видно. Ну, в целом, что могу сказать по техническим характеристикам, что у нас здесь? Это планшет Xiaomi Pad 7 Pro. Почему я заказала Pro? Есть более дешевая версия, которая просто семерка. Но поскольку я планирую им пользоваться на замену ноутбука, то мне нужно, ну, я делаю монтаж видео частенько, и мне нужно, чтобы мощности и быстродействия планшета хватало на обработку видеофайлов. Вот как бы ключевое. Видео, фотографии для этих целей. Вот, поэтому я заказала именно версию Pro. Также памяти у него здесь 512 гигабайт и 16, я так понимаю, оперативки. Ну, не знаю, что вам еще тут рассказать по каким-то техническим характеристикам. Я думаю, наверное, будет полезнее посмотреть какой-нибудь видеообзор. Я тоже перед тем, как сделать заказ, смотрела на YouTube-канале разные обзоры и на английском языке, и смотрела сравнения и на русском. Семерку брать, прошку заказывать. В общем, решила, думаю, ладно, закажу Pro, пускай будет он меня подольше послужит. Из особенностей здесь встроенный AI-помощник и встроенная система, не чат GPT он называется, я забыла название. Короче, он, наверное, в гугле вот здесь вот. Да, я установила русский язык сразу, то есть это все без проблем, тут все нормально с этим. Так, Google. Как же у меня называется помощник этот? Короче говоря, вот, Gemini, не знаю, как правильно говорить. В общем, я с ним уже тоже тут попробовала, пообсуждала кое-чего. Сейчас у меня отключен интернет, не будет работать. В общем, но в целом мне понравилось тоже пользоваться. Не знаю, имеет ли смысл мне сохранять подписку на чат GPT, потому что в целом он обращается к разным, так сказать, к разным сетям, какие-то генерируют картинку, какие-то музыку, еще что-то. Ну, в общем, мне понравилось, как он работает. Я думаю, может быть, на него перейду. Что еще? Можно смотреть YouTube у меня здесь. Ну, тоже видео не будет, но не суть, да. То есть вы открываете, смотрите. Что еще я на нем делаю? Установила себе Netflix, то есть можно смотреть киношки. Вполне удобно, особенно, что-то я тут смотрела, закрыла уже. Если один человек смотрит, то есть не на телек, не на экран, а просто вы хотите посмотреть. Кстати, по разъему наушников здесь только вот такой вот USB, не знаю, как он называется, ну вот Type-C, да, разъем, что ли. Динамики, кстати, с 4 сторон. Вот, больше некуда воткнуть наушники, то есть либо пользоваться беспроводными, да, всего один разъемчик, либо ну, наушники нужны с таким отверстием, да, с таким же разъемом. Вот что у меня тут еще? Canva, всякие соцсети, это понятно. Есть встроенная вот целая папка приложений с Google. Ну, соответственно, скачивайте, что хотите. Есть Google Play. Здесь все на Android. Соответственно, поэтому немножко мне чудновато. Я к айфону уже привыкла, к телефону, и многие вещи на телефоне именно делала. Но ничего страшного, переучиться недолго, привыкнуть, приложения все те же самые. Вот. Что еще? Ну, то есть, если какое-то развлечение, например, что-то посмотреть, в интернете полазить, то есть здесь тоже получается все удобно, быстро, просто. Ну, по быстродействию мне вообще нет вопросов. Видео я монтирую, используя, где у меня CapCut, вот это вот приложение, тоже довольно-таки удобно. Вы знаете, иногда бывает мелковаты какие-то иконки, и пальцем сложно попадать. Например, бывает сайт открывается, он открывается, и если мелкие какие-то ссылки, надписи, к нему можно докупать стилус, такую специальную палочку, как ручка, и чтобы поточнее попадать, ну, чтобы не промахиваться, короче, пальцем, когда вы жмякаете, чтобы мимо не получалось. Ну вот, то есть в целом мне нравится, удобно, все быстренько, шустренько летает. Пробовала вот какая-то игрушка тут закачанная. Все нормально, в общем. Фотографии. Да, по фоткам. Здесь написано 50 мегапикселей камера, АИ, причем камера, ну, то есть обнаруживает лица. Ну, с камерой еще не разбиралась подробно.
Здесь что-то он не открыл, все-таки подключилась. Вот. Здесь тоже есть камера, селфи-камера, как ее, да, назвать правильно, ну, в общем, которая на вас направлена. Можно тоже звонить, разговаривать. Я пробовала созваниваться через WhatsApp, по видеосвязи, все нормально. Bluetooth вот здесь вот включен, можно отключить. Ну, например, если вам нужно спящий режим, авиарежим, то есть без звука. Ну, короче говоря, не знаю, что планшет клевый, а еще он очень тоненький. Я даже, что-то говоря, что еще сказать про планшет? Он очень тоненький. Я так вот удивилась даже, что вот это, кстати, что это такое, только сейчас увидела, не знаю. Здесь, наверное, предполагалось, что, может быть, сим-карта вставляется. Эта сим-карта сюда не вставляется. Блокировать экран. Вот здесь вот кнопка, здесь регулировать звук. Ну, в общем, несколько кнопок, но разъем всего лишь один. Так, заблокала. Вот. По цветам все классно. Экран здоровский. Сфотографировать чего-то. Ну, здесь у меня стол. Давайте сейчас на себя. Вот мы с камерой вместе. Видим съемку. Засвечено, но все нормально, в общем, все. Камера хорошая, тоже, ну, пристойная, да, для планшета, я считаю, пойдет. В общем, оказался я довольна очень заказом, этой посылкой, поэтому можно не бояться. Заказала себе еще чехольчик на него и думаю насчет того, заказать, не заказать мне к нему клавиатуру и стилус еще. Вот такое у меня сегодня получилось видео. Не скажу, что это такой видеообзор именно планшета, просто, скорее всего, мой опыт заказа ну, довольно дорогой техники, да, как все прошло. Вот. Надеюсь, это видео было полезным. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если этого еще не сделали. До встречи в следующих видео. Пока!